Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Лазурко Елена Егоровна. Я бизнес-тренер, духовный целитель, психолог с огромным опытом работы в данной сфере более 25 лет. За это время провела более 15 тысяч успешных консультаций. Как и другие основные сотрудники нашего центра, я обладаю высоким уровнем экспертности. Однако уверена, что наш опыт и знания несравнимы со знаниями и возможностями нашего научного руководителя. Дамы и господа, для меня большая честь сегодня представить вам научного руководителя, учителя, профессора, академика Миании Михаила Юрьевича. Добрый день. Михаил Юрьевич, спасибо огромное, что нашли время для беседы. Для нас это очень почетно и ценно. Тема нашей сегодняшней встречи чрезвычайно важна как для нашей аудитории, так и для многих людей, для науки и общества в целом. Мы поговорим о знаниях будущего. Какими будут знания будущего? Какие основные направления знаний станут необходимыми для человека и общества? А также какие возможности откроются благодаря этим знаниям? Итак, первый вопрос. Михаил Юрьевич, как можно кратко и емко сформулировать основу вашей деятельности и деятельности нашей организации? Спасибо за вопрос. Если говорить, какие решения у нас были приняты изначально, еще при создании нашей организации, это в 1993 году, то можно выделить два ключевых направления. Да. Практическая часть прописана в уставе, теоретическая– это решение задач, которые не были решены ни в науке и не в духовной сфере, причем задач наиболее сложных и наиболее важных. Да. Например, как устроено сознание человека, на уровне энергосистем, да, на уровне души и многие другие. В практическом плане применения этих знаний это три ключевых задачи. Первая из них– максимально эффективное развитие человека. Ну, здесь, наверное, смысл добавить, что много сделано хорошего в этой сфере, но если человек, скажем, не обладает достаточной подготовкой, ему тяжело понять, а что, в принципе, нового может быть. Поэтому есть смысл сказать, что в свое время я обучался, преподавал, был проректором в Академии йоги в Харьковском филиале. И поэтому, чтобы вообще говорить об этой сфере, нужно обладать достаточно большим уровнем подготовки, чтобы понимать, что сделано, что не сделано, почему не сделано и какие следующие горизонты, как эти задачи можно решать. Ну, в любом случае, задача номер один– максимально эффективное развитие человека, сделать это лучше, чем делают все остальные, с большим практическим выходом. Вторая цель– это судьба, то есть в рамках одной организации создать максимум возможностей для человека, да, чтобы он получал наслаждение от жизни, чтобы у него были э, достойные взаимоотношения, традиции, многое другое. Да. Вот что можно сделать, чтобы люди были счастливы, у них было максимум возможностей. И третье– это общество. Что может сделать наша организация, да, наши знания, чтобы этот мир стал лучше. В конечном итоге сейчас третья цель выглядит как золотой век. Каким может должно быть будущее, лучшим из возможных, и как к нему прийти. Золотой век– это традиционное определение, существующее достаточно давно. Что такое идеальный мир? Да, пожалуйста. Если в двух словах, без подробностей. Спасибо огромное, Михаил Юрьевич. Вы сказали «знание будущего». А что вы подразумеваете под этим термином и почему сегодня об этом важно говорить? Наверное, вначале несколько вводных слов. Мы будем с вами разговаривать. И, ну, знаете, например, примеры из истории. Заратустру 10 лет побивали камнями, да, а потом он стал основателем мировой религии, верховным там, жрецом в соответствующем царстве-государстве. Что желательно иметь в виду? Большинство людей, у них нет понимания таких далеких перспектив, они не могут работать с будущим,
не даже с точки зрения открытия чего-то принципиально нового, а даже с точки зрения какого-то элементарного планирования на какую-то небольшую перспективу, тем более там на долгосрочную перспективу. Все люди, которые успешные, у них есть, да, одна из основ лидера — понимание того, что они хотят создать, и тогда они уже там могут планировать, ставить задачи и так далее. Обычно человек этого делать не умеет, но печалька состоит в том, что он считает, что он все знает, понимает, что он умный и самый умный. Но фактически показателем, ну, одним из показателей уровня развития человека — это его способность заглядывать в будущее. Да? И чем дальше он способен заглянуть, тем выше его потенциал. Почему важно? В любом случае наука развивается постоянно, да, постоянно. Совершают новые открытия, и, по всей видимости, ну, каждого человека волнует, а в будущем чего ожидать. Если непонятно, чего ожидать, то куда мы идем? Да, будущее, оно воодушевляет или там угнетает. Да? И общество в целом, если оно понимает какую-то перспективу, оно способно к этой перспективе идти. Если оно не понимает этой перспективы, оно будет идти, ну, как заезженная пластинка, да, по одному и тому же сценарию, ну, как и человек. Да? Поэтому важно понимать. Если говорить о будущем, что желательно тоже как бы себе представить? Ну, то, что раньше там Жюль Верн, предположим, это была фантастика, суперфантастика, сейчас это, ну, это детский сад по сравнению с теми технологиями, которые сейчас есть. Поэтому, если говорить о будущем, то желательно себе представить такую картинку, что оно будет отличаться от настоящего точно так же, как настоящее отличается от средневековья, а средневековье отличается от первобытного общества. Да? Поэтому, когда мы говорим о будущем, нужно быть готовым к тому, что это будет совершенно другие знания, другие люди, другая жизнь, другой мир, совершенно другой. Если человек подходит к будущему, что это тот же мир, только слегка его припудрили, он глубоко заблуждается. Один из примеров, к сожалению, не помню уже даже фамилию, но показательный из истории. Один священно, ну, может быть, это даже и неправда, не знаю, один из священнослужителей, э, публичное выступление, великолепно выступил, аплодисменты, потом у него спрашивают: а что нас ожидает в будущем? Он помрачнел, говорит, а что? Ну, все великие открытия совершены. Общество достигло там своего предела в развитии. В будущем ничего хорошего не вижу. А на следующий день поднялся в небо первый самолет, который построили его дети. Да? Поэтому, когда говорим о будущем, нужно быть готовым к тому, что это будет, ну, совсем другой мир. И то, что мы будем с вами говорить, это то, что не вписывается в существующее, во многом не вписывается. Оно является развитием, с одной стороны, знаний, с другой стороны, совершенно не вписывается в существующее представление. Да, поэтому кому-то это принять тяжело, а кого-то это включает, воодушевляет. Ну, как, собственно, все новое проходит 3 стадии, не может быть. В этом что-то есть, и кто же этого не знает? Да, пожалуйста. Михаил Юрьевич, спасибо огромное. А чем будущие знания будут отличаться от тех, которые уже существуют? Основные отличия. С одной стороны, тема очень большая, но если, скажем, сформулировать очень коротко, то, по крайней мере, главное, что здесь, первое, будущее, знание будущего. Нужно сказать, что вот знание — это основа, и какое образование получают люди, какие технологии, что вообще дальше происходит. Да, вот то, что мы видим вокруг себя, это результат в свое время появления новых знаний. Там, неважно, компьютер, что угодно, это в свое время результат появления новых знаний. Поэтому первое, знание будущего — это решение тех задач, которые наука старается решить, но пока не может. Предположим, что же на самом деле это сознание человека, да, или какой-то мир за пределами Вселенной, или что в глубине вещества дальше, глубже. Да? Поэтому решение тех задач, которые наука ставит, но не смогла решить, или в том числе решение тех задач, которые наука даже не поставила. И наука, и духовная сфера даже не поставила. Поэтому, если говорить о нашем подходе, то ключевые вопросы основаны на чем? Предположим, большинство людей, да, верят в Бога,
Да, там существуют прекрасные там, учения, там, мировые религии, но они не могут войти в науку. Почему? А что это такое? Нет ни одной вменяемой теории, которая бы рационально показала в соответствии с научными требованиями, что такое духовный мир, из чего он состоит, как это вообще возможно. Да, поэтому основа всех разработок — это ответы на вопросы, а что такое энергия, из чего она состоит, и на основе понимания свойств энергии тогда можно давать нормальные логические объяснения, которые можно проверить на практике, как работает душа, тонкие миры, существа и вот все остальные вопросы духовной сферы. Причем, если мы говорим об энергии, то это основа, да, то, из чего состоит как сам духовный мир, да, опять же, тонкие миры, душа, там, Бог и так далее, да, как духовный мир, но точно так же и как из чего состоит само вещество, сама материя. Потому что в науке что такое поле? Гравитационное, электромагнитное. Никто не знает, что это такое. Они просто существуют, они обладают свойствами, этим даже можно пользоваться, но а что это? Как бы непонятно. Да, там, предположим, физика, которой все учатся со школы, электрон бегает вокруг ядра. Чего он должен бегать? Он что, планета, что ли? Чего он должен бегать? Он бегает, и дальше там масса парадоксов физики возникает. Он должен еще как-то там вращаться, там с какими-то спинами. Если мы понимаем, что поле — это энергетические цепочки, да, это цепочки соединения элементов, очень мелких, да, сотни тысяч раз мельче, чем там электрон, да, это цепочки элементов, тогда возникает совершенно другая модель мира, да, и физического строения мира. Электрон не бегает, ему незачем бегать. Он совершает колебательные движения, удерживаемые вот этими энергетическими цепочками. Тогда возникает вообще новая физика. Да? И если возникает новая физика, она открывает огромные возможности для новых технологий, да? В том числе как там НЛО перемещается, да, под острыми углами. На него гравитация не действует. Оно просто разрезает эти гравитационные связи. Оно невесомое. Поэтому может двигаться как угодно. Да, поэтому основа — это понимание, что такое энергия, каковы ее свойства. А на основе этих свойств уже можно раскрывать и решать огромное число других вопросов. И принципиальное отличие нашего подхода — это описание всего. В физическом мире, в духовном мире, что как устроено на уровне энергии, энергосистем, и каким законам это подчинено. Причем с возможностью все это проверить на практике.